Доброе утро, друзья! Июль подходит к концу, а у меня наступает 11-й день моего путешествия. Рассвет, время совсем рано, 5:40. Лагерь у меня в полуразобранном состоянии. Я не стал снимать, как я просыпаюсь, вы это уже видели. Сегодня я буду уже тоже опять небритым Робинзоном, еще не умытым. Но вчера зубы были честно почищены. У меня стойкая мысль зреет сегодня сделать дневку. Но сегодня суббота. Вот, и рыбаки поприезжают. Ночью приезжала машина. Может, сеть закидывали, не знаю, вон туда, дальше немножко. Ну, будем посмотреть. Вот так выглядит мой полуразобранный лагерь. Подкачал сейчас байдарку немножко. Раз где-то в 4 дня немножко подкачиваю. Вот. Сейчас завтракаю, собираюсь и становлюсь на весло. Ну что, ребята, вперед. Спасибо этому месту. Место было достаточно неплохое. Хоть и более-менее людное. Пока-пока. А сейчас мы вот задом медленно дрейфуем. Я даю вам возможность полюбоваться на красавицу Десну в 6:58 утра. Как раз рассвет. Сейчас я разверну байдарку в другую сторону. Ну что ж, первый грибок. Эх! Надо поставить какой-то счетчик грибков. Знаете, чтобы был. Я когда-то ехал на велосипеде из Киева в Крым до 2014 года. И, ну, знаете, едешь, всякие мысли приходят в голову. Думаю, вот интересно, сколько оборотов передней звездочки я сделал на этом пути. Можно, конечно, каким-то путем высчитать все это дело. Но это так, конечно, никто этим заниматься не будет, ребята. Утро, как всегда, чудесное. Вот как я люблю эти моменты. И хочу, чтобы вы тоже посмотрели сейчас на ту красоту, которая находится вокруг меня. Блин, была бы вот все время такая погода. Вчера ветер, конечно, крепко меня притомил. Вот. Но это приятная усталость, это не критическая усталость, не смертельная усталость. Это просто хорошая, такая мощная, здоровая усталость нормального, здорового человека после дня физической работы. Вы знаете, даже иногда не хочется тревожить покой воды ударами весел. Байдарка скользит совершенно бесшумно. Такое впечатление, знаете, как какой-то стелс такой идет. Класс. Блин, ребята, это классно, это супер. Я понимаю, что через 2 часа мне будет жарко, я вылезу купаться, я все это понимаю. Буду просить тучки. Потому что сейчас на небе ни одной тучи и солнце уже парит. Но сейчас это просто кайф, ребята, просто кайф. Вижу, уже рыбаки некоторые повылазили. Наш путь сегодня с вами держит сначала в сторону села Максаки. Вчера посидел, поизучал карту. До Чернигова мне осталось примерно или 3, или 4 дня пути. Вот. Я думал, ребята, что сегодня попытаюсь сделать дневку. Попытаюсь, это значит, если найду хорошее место, то я встану на дневку. Если место будет так себе, это будет, как обычно, полудневка. Я утром отправлюсь обратно. Я в плохом месте стоять не хочу. Вот. И я подумал, я не знаю, буду ли останавливаться в Чернигове. Я там жил целый месяц у друга пару лет назад. Все объездил, все посмотрел. У меня много видео на моноколесе на моем канале. Я катался по Чернигову, чтобы вам показать. Вот. Не верю, ребята, нету ветра. Может, его и дальше не будет. Я даже вот не знаю, что хуже, знаете. То ли
сильный ветер, то ли палящая жара. По-моему, на реке сильный ветер хуже все-таки. От палящей жары можно скрыться, можно покупаться, можно одеть шляпу. А вот ветер, он срывает шляпу, примерно в 2 раза усиливает трудозатраты на греблю, замедляет движение, не дает снимать, потому что передняя камера GoPro, она вот так вот ду-ду-ду-ду ходуном ходит. Ну, на экране будет такая тряска, что просто даже смысла ее включать нету. Встретил только что отдыхающих тут, ну, просто палаточники. Поставили палатки на солнышке, нормально так. Уже попросыпались, поэтому. Ну, ребята, впереди мост. И мост этот понтонный. И мост этот, ребята, через всю реку, блин. А это значит, все-таки обнос у меня будет. А я так хорошо уложился. Не хочу, но никуда деваться не денешься. Видимо, придется обносить, потому что пройти там я уже вижу отсюда, он где-то километр от меня, навряд ли получится. Это я в селе Максаки, я называл Максаки, но меня поправили Максаки. Здесь понтонный мост, который я говорил. И в общем, этот понтонный мост сплошной, ребят, и байдарка через него не проходит ни слева, ни справа. Плюс, что еще интересно, с правой стороны по течению натянут трос. Вот так чуть-чуть. Он, видимо, держит этот понтонный мост. А слева его нет. И я вот чуть в этот трос не вписался, еле сдал назад. Справа топкий берег. С левой стороны можно нормально причалить и спокойно внести в байдарку. А вот молодые люди, мне парень любезно помог. Ничего, можно снимать, да? Да, вот мне разрешили снимать. Большое спасибо. Олег, да? Виталик. Виталик, очень приятно, Виталик. Значит, Виталик мне любезно помог перенести байдарку, я поэтому, честно, очень счастлив. А девушка меня чуть не женила, девушка, я все помню, да? Говорит, тут такие невесты классные. Ну, ребята, я по секрету скажу, мне уже хватит. Да, уже как бы, типа все. Вот, ну это шутка, конечно. Вот такие дела. Так что обошелся я малой кровью. Еще раз спасибо огромное Виталику. И сейчас заново буду загружаться и дальше пойдем вперед. А не в курсе, Виталик, там есть дальше такие мосты еще? Вроде бы нет. Вроде бы нет, да. Вот я тоже помню, что, хотя что я помню, я от Чернигова-то спускался. Вроде бы мостов таких больше гадких нету. Ну, для меня, конечно, гадкий. Может, он и хороший, конечно. Так, ребят, ну что, загружаемся и поехали дальше. Как говорится, надежда не покидает еще. Ну да. Самое интересное, начали с первого же заброса, поклевка, есть окушок и потом тишина. Щучка, да? Не, окунь. Судачок? Окунь, окунь. Окунь, да. Тихо, не сорвись только. Вау! Я вас поздравляю. Спасибо. Ой, как здорово. Щучка, да? Да. Ой, какая красота. Здорово, ребята. Ой, вот это самое главное. Главное с щукой не перепутать. Я снова на воде. Вот. Помогли мне перенестись. Огромное спасибо. Ребята, точнее девчата, выловили щучку. Радости были. Море, море, море. Я за них порадовался. Ну а сейчас наш путь с вами дальше. От села Максаки вниз. Вот такое маленькое приключение было. Порадовался я за девушку. Вот за себя. Что хочу сказать. Байдарку мы перенесли вдвоем. С кормовыми сумками.
Абсолютно нормально, все хорошо, без всяких проблем. Большие сумки я выгрузил. Вот, то есть поэтому передние и задние кормовые сумки можно при переноске оставлять, не вынимая. А это самый большой гемор, скажем так, их вынимать. Вот. То есть можно оставлять их как есть. Чудесно начался день. Надеюсь, он точно так же дальше продолжится. Приятно встретить очень таких позитивных молодых людей, влюбленных. Классно. Ну, причем парень сам предложил, говорит, помочь. Я говорю, да, наверное, надо будет. Говорю, сейчас я выгружу основные тяжелые вещи и как бы перенесем. По поводу сумок, ребята, это я к чему, что если будет тачка, то вот можно основные сумки выгрузить. Вообще их количество тоже надо сокращать. У меня сейчас получается типа 3 основные сумки, которые лежат сверху байдарки. То есть носовая герма, кормовая герма, большая герма 80 литров и 2 маленьких гермы для фотодел. Вот если бы еще вот все эти фотодела вместить в одну герму, но как это сделать, я пока не знаю, не помещается, не очень помещается. Вот. Либо, например, сократить количество вещей в большой герме хотя бы на 1/3. Вот таким образом. Вон сеточка стоит явно с бутылками. Ряд бутылок. Вообще странно, не бояться. Рыбинспекция просто. Не знаю, можно или нет кидать сетку, но просто вот ряд бутылок, и они видны за километр. Или тут ее просто никогда не бывает. В общем, как-то так, ребят. Пришли мы в село Максаки. Спасибо Виталику. Виталик, спасибо, если ты смотришь это видео. Интересно такое наблюдение. Прохожу за селом. 3 надувные лодки весельные, без моторов. Ну, явно местные сидят. И вот я тоже раньше это начал замечать. То есть, чем меньше лодка, тем больше натыкано спиннингов на ней. В последней лодке я не заметил, как она называется. Ну, типа что-то вообще нонейм, там в полной байдарке длиной. Так у мужика приемничек такой, что-то играет какой-то. Потом такая надувная, не надувная сидушка, он откинулся. И знаете, как еж, во все стороны эти палки торчат. Не знаю, с чем это связано. Но вот бросилось мне в глаза, потому что не первый раз я уже такое вижу. По палатке вроде заклеилась. Я утром проверил, держится лента. Все нормально. Сама ткань тента палатки еще нормальная, она воду не пропускает. Один раз у нее лет 5 назад, по-моему, года 4, была обработка, я купил баллончик в команде X и обрызгал, пропитал еще тканью. То есть, в общем, палатка еще послужит, конечно. И очень надеюсь, что до конца путешествия она пропускать воду не будет. Вот, это одна из вещей, которую я очень не люблю и которая способна испортить, ну, практически все путешествие. То есть у тебя мокрый спальник становится, мокрые вещи, мокрое все. Это крайне неприятно, пропускающая воду в палатке, и этого не должно быть. Вывод какой? Я по привычке считал, что моя Солева Микро все ок, и не проверил тент перед выходом. Это моя ошибка. Это все дело подклеить можно было дома.
спокойно почитать, отдать, возможно, куда-то на переклейку на новую ленту. Вот, как это все правильно делается. И, соответственно, избежать вот этих вещей. Вот, посему в следующий раз все снаряжение, если даже кажется, что оно новым и нормальным, все снаряжение все равно визуально осматривается. То есть достается, просто осматривается. Нормально, окей, хорошо. Я бы увидел, что лента отклеивается. Кстати, отклеилась она не только вверху, отклеилась она еще, причем капитально. Где-то вот такой по ширине кусок. Там, где вентиляционные отверстия боковые у нее, тоже пришлось заклеить. Вот, клей гель момент. Не просто жидкая, а именно гель. Но вроде все ок. То есть проблем как бы я не вижу. Утром я встал, посмотрел. Все нормально. То есть держится на своих местах и так далее. Посмотрим, конечно, что будет дальше. Сделал один полет. Поставил на зарядочку на солнце батареечки Mavic Mini. И что интересно, за рекой вправо и влево такие озера красивые. Ну, сверху они точно красивые. Это, видимо, старики, у которых связь с Десной прекратилась, и они сейчас превратились в озера. Скорее всего, там очень топкие берега, поросшие камышом. Ну, сверху это смотрится очень неплохо. А может и нет, может там рыба водится, я не знаю. Все это, конечно, занимает время, ребята. Вот я полетал, ну, считайте, час, да. То есть пока ты распакуешь, достанешь коптер, пока подсоединишь, там взлетишь, все такое. Хотя сейчас это очень быстро. Я пользуюсь Mavic Mini. Уже давно вышел Mavic Mini 2. Он покруче и поинтереснее, чем Mavic Mini. Но вы знаете, для YouTube целей мне Mavic Mini хватает пока нормально. То есть вполне на 90%. 10% мне не хватает. Это активного Active Track, который в Mavic Mini 2 рабочий. По дальности тоже хватает, пока хватает. То есть, если не снимать на стоке, то Mavic Mini можно получать вполне приличные кадры на самом деле. Поэтому сейчас его, ну, продаж, он стоит уже абсолютно недорого. Вот, это надо чуть ли не 50-40% докладывать, чтобы купить Mavic Mini 2. Ну, пока не хочу, ребят. Пока он у меня практически новый. 3 батареи к нему запасных, всего у меня 4. Ну и снимает он достаточно неплохо, плюс постобработочка. И вполне очень даже приятные получаются кадры. Да тут такие хищники летают огромные, птицы я имею в виду. Не аисты, есть помельче, а есть большие. И вот помельче, я не знаю, как они называются, я еще думаю, вот чего они возле реки, они еще так кричат пронзительно, долго пронзительно.
Я еще думаю, чего они возле реки делают, что они тут кушают. А вчера я видел очень интересную картину. Оказывается, они охотятся на рыбу, на верховодку. То есть он летит, этот хищник, ну, метров 15 высота примерно над уровнем реки. Видит рыбу, которая идет, меняет резко направление движения. И вот, знаете, как орел парит, так как пикирующий бомбардировщик. Когти выпускает и эту рыбу только хвать. Но на моих глазах она у него выпала. Он ее поднял где-то вот, ну, на полметра. И она у него шлепнулась обратно в воду. Он такой разочарованный крик, ругался так. Полетел, сел на ветку. Я думаю, отдыхает. Скорее всего, эта охота забирает у птиц достаточно большое количество сил. И перед новым заходом птице нужно отдохнуть. Но смотрелась эта сценка очень красиво. Ребята, знаете, что меня радует? А ведь завтра будет 12-й день. 12-й день, проведенный в красоте. Класс. Я уже предвкушаю, что это будет красивый день. Неважно, даже если будет встречный ветер. Даже если будет еще один обнос или два обноса. Это все равно будет красивый день. Потому что я на Десне, я на байдарке. Потому что я гребу. Потому что воздух, природа, погода. И я среди этого. О, знаете, ребят, хорошее слово. Среди. Вот когда ты едешь на мотоцикле, например, в том числе, на велосипеде, идешь на байдарке. То есть ты не отгорожен от внешнего мира ничем. Ты среди. Вот когда я байкировал, 3 года я катался на мотоцикле, у меня был Хусонг 250-ка. Мне пришлось это дело прекратить, потому что, ну, я не склонен рассматривать знамения свыше, как не склонен их недооценивать, да, вот. Но я не хочу сейчас этой темы касаться, в общем, велосипед ничуть не хуже, но не в этом дело, неважно, велосипед, мотоцикл, байдарка, смысл в чем? Ты среди природы. И именно вот этот момент меня всегда подкупал, потому что ты едешь в машине, это, конечно, это намного комфортнее, кто бы спорил, безусловно. Там кондиционер, климат-контроль, удобные мягкие сиденья, все дела. Справа бардачок, где лежит там что-то вкусняшка, музычка тебе играет. Если хорошая машина, она гасит хорошо вибрации дорог. Но она забирает чувство среди. То есть ты в машине, ты не среди природы. Все равно бензин, все равно двигатель. То есть все равно ты отгорожен от природы стеклом, крышей машины. И вот это ключевой момент для меня, ребята. А вот тут, я среди природы в квадрате. Потому что если ты на велосипеде, ты едешь все равно по дорогам. Ну не поедешь ты по бездорожью долго на велосипеде. Все равно не поедешь. Вот, не получится. Можно, конечно, но это отдельная тема для разговора. Вот, а тут я к чему? Велосипед все равно проходишь населенные пункты, машины там, все равно. А тут ты вообще среди природы полностью. Вот ты идешь посредине реки, ну там даже на берегу кто-то сидит, да и пусть сидит, неважно. И вот это ребята настолько подкупает, что просто вот у меня слов нет выразить, насколько это важно быть среди. Проговорили мысль такую, наверное, умную, не знаю. А вы как считаете?
быть среди — это интересно, это важно? Или я все это придумал? Вот как думаете? Слабый встречный ветер, но он есть. Слава богу, немножко стих. Я потихоньку начинаю искать место для ночлега. Потому что до ближайшего села, забыл, как он называется, там далеко еще. Вот одно только что посмотрел, не понравилось мне. Оно в такой ложбинке. Если пойдет дождь, то вся вода будет в этой ложбинке вместе с моей палаткой. И высоко подниматься слишком неудобно. Пойду еще немножко. Если будет совсем хорошее место, как я говорил, оставлюсь на дневку. Если место будет так себе, переночую и пойду дальше. Пошли, ребят, место посмотрим. Вышел, тут не лес, но дальше так неплохо. Сейчас покажу. Поляночки такие, и вроде бы давно никого не было тоже. Ну, опять сегодня выходные, это ничего не значит. Я посмотрел, видите, висит банка, а тут мусора нападало. С год, наверное, никого не было. И вода рядом, и в гору не надо тащить, и берег не топкий. Связи тут вообще нету, поэтому остаемся мы тут не на дневку, а на ночлег. Но тоже вполне неплохо. Я думаю, я даже, может, успею переписать. Если сейчас быстренько все сделаю, солнце еще будет долго, то успею переписать данные на жесткий диск. Так что вот так. Ну что, давайте таскать. Я помытый, только не побритый, завтра буду бриться. Мой лагерь уже разложен практически. Вот, я постирался, развесил одежду сушить. На самом деле я засек от момента разгрузки байдарки вот сейчас до момента того, как я вот все разложил, только не постирался и не помылся. Прошло ровно 15 минут. На самом деле это не такой большой отрезок времени, вполне нормально. Вот, прошелся немножко дальше. Тут накатанная дорога опять, более-менее, но не сильно. Я смотрю, что так тут сильно не ездят люди. По карте тут близко ничего нет особо. Сюда, наверное, редко кто доезжает. Ну и слава тебе, Господи. Если бы не отсутствие связи, можно было, в общем-то, остаться здесь на дневку, покупаться, вот, позагорать, там, дурью просто помаяться. Но, с другой стороны, знаете, у меня такой режим выработался. У меня каждый день получается полудневки. Не надо ли мне вообще эти дневки? Ну, просто побалдеть разве что. Ну, побалдеть, честно говоря, у меня особой тоже охоты нету. Так. А так, место здесь валом интересное, очень полянка, ребят. Должен сказать. Вот такие вот дела. Ну, сейчас немножко выдохну, посижу пару минут и начну заниматься делами. Я еще не голодный, плюс еще рис остался. Сейчас, наверное, добью рис, чтобы он не пропал. Он хороший, а где-то часиков 7 что-то легкое такое приготовлю, наверное. Ну, посмотрим. Удивила меня сегодня Десна. Хорошо удивила. Было пару таких, ну, прям красивых мест. Прям красивых мест. С удовольствием я шел, с удовольствием хорошо поработал веслами. Так, ну, знаете, нормально такая, как после тренировки чувствуется усталость хорошая. Отправил сообщения, отправил фотки. Ну, связи никому ответить не могу, ребята, сори. Космическая держава, связи нет, все. Ребята, слышно? Это байдарочники
По-моему, это платная группа. Ну, я и доржался сейчас. Ой, фух. Ну, надеюсь, видно. Если что, я увеличу, вон они плывут. Да, наверное, как-то я не так хожу по воде. Фух. Началось все с того, что какие-то вопли. Я выхожу, вижу, 9 меня чешет вниз. Впереди барышня такая, значит, с телефоном селфи. Сзади еще 2 человека втроем. Весла как попало. Барышня там вообще ничего, она снимает. Ее муж, видимо, там кричит, а и ты весло не так повторяй. Я начал улыбаться. И тут вот эти вот перцы, 2 байдарки сплавляются. И вопли, где стаканчики, я услышал со середины реки. Вышел, посмотрел. Хто помідора забув? Тільки, каже, за гілку не хватайтесь, ну, за ветку не хвататься. А то, говорит, был случай, шли, это я слушаю. Кто-то, говорит, ветка торчит, они за нее схватились. Ну, понятное дело, оверкиль, в общем, веселуха еще та. Значит, потом пошли песни, потом 100 грамм. И, блин, люди классно живут. Не то, что я в 7 утра встал на весло, пошел. Ну, я поздоровался. Покричали друг другу. Вот. Говорить, скільки дней там, ну, не на українському розмовляю, я кажу 11. О, так ти енерджайзер, кажу, отож. Ну, думаю, ну, что с ней, в принципе, по-моему, это платная группа, потому что сзади сидит в этом в спас-жилете инструктор, а вся эта шалтай-болтай бухают на воде. Ну, честно говоря, не знаю. Я бы на воде в любом случае, наверное, все-таки не пил, как бы там ни было. Приготовил ужин. Время 18:44. Стало немножко посвежее. Вот очень жаркие дни в Киеве, так вообще дурдом веселка. Тут даже в реке, ну около реки, вот где-то начиная с 5 до вот этого времени, я вот сижу и реально потею, ребята, это возле реки. Вот только стало немножко свежестью тянуть такой. Очень тяжело, я дольше восстанавливаюсь из-за этого. О, сижу такой, знаешь, как рыба. Хотел сказать, что я все-таки приготовил гречку с мясом. И вот смотрите, какая интересная ерунда получается. Сейчас покажу. То есть я сюда добавил сушеной морковки. Она сейчас дотомится буквально минут 15. Гречка любит томление. О, вот, зелень мы такую не заказывали. И здесь у меня, смотрите, ребята, вот пол банки и еще половина осталось мяса. Я сейчас покажу. Это тушкованная яловичина. Блин, как бы так взять? Вот. Видите, найкраще смакує гарячим. Яловичина тушкована. Ну, в общем, тушеная говядина. Ну, я туда полбанки как бы в эту кастрюльку добавил. И вот теперь вопрос, а вторую половину куда? Во-первых, что плохо, на запах мяса ночью там ежики прибегают и прочие лисицы. И начинается дзынь, бах, тых-тых-тых, топочут лапами по земле, мешают мне спать. То есть это все надо куда-то упаковать. Во-вторых, если это дело случайно заденешь, эта вся жирная штука перевернется куда-нибудь, и по закону Мерфи это будет обязательно твой телефон или что-то типа в этом роде. Вот. Или твои новые купленные брюки. Соответственно, вести это все завтра нельзя в байдарке, потому что если оно перевернется в байдарке, в жиру будет все. Ну, давиться этой тушенкой сейчас я тоже смысла не вижу. Я, конечно, сожру эту банку, нифиг делать, что там есть, вот такой кусочек мяса. Но, как вы знаете, наверное, не камильфо. И вот получается, что, понимаете, вот такое питание, оно уже становится непродуктивно. Я искал в магазине поменьше банки, чтобы ты открыл и сразу съел. Но поменьше не было, были только большие. Вот эти 400-граммовые, или сколько они сейчас там уменьшают, или 500-граммовые, они мне вообще сейчас не подойдут. Вот. И получается, что, конечно, неудобно это. Я завтра, не знаю,
вот куда его девать, то ли тупо с хлебом его на завтрак съесть. Что, скорее всего, либо добавить в остатки каши. Вот сейчас половину кашу съем, добавлю то мясо, и будет у меня мясная каша, которую я съем на завтрак утром. А обедать уже буду хлебом с сыром. Ну, как-то так. Вот. У меня этих банок осталось еще 2 штуки. Я их буду, ну, не буду как бы часто кушать. Это типа полу-НЗ такое. Частично. Но на самом деле вот от этого питания, наверное, ну не то, что надо отказываться, а близко к этому. Это непродуктивно, неудобно и, в общем-то, невыгодно на самом деле.